Друзья, всех приветствуем. Мы снова на рыбалке. Приехали на озеро Пирос, одно из любимых наших мест, попытаться половить леща на фидер и щуку на спиннинг. Вот такое классное место. У нас будет большая компания в итоге. Сейчас мы двумя семьями. Вот Ник с семьей уже здесь, третий день. Вы его видели уже в наших видео. Ник, Анька, умелица готовить вкусно на природе. В частности, хей и щуки. Если наловим, обязательно, наверное, приготовит. Санек темный, Мелешка, Славка Брэк. Это наш человек. И мы приехали с Ксюхой. Ксюхой, со Славкой. Потом вечером еще должен Диман Магалон подъехать. С Антохой, с сыном. И уже завтра с утра Лешка с Лариской. Ну, в общем, вся наша банда соберется вместе. Тверская область. У нас, конечно, погода стоит. Жарища. Обещают на выходные 32-34 градуса. Это нонсенс для наших мест. Так что будет по рыбалке, неизвестно. Но будем пытаться. Планов много. Леща будем пытаться ловить ночью. Соответственно, утром, вечером ловить на спиннинг пытаться. А еще хотел вам показать вот такие палатки интересные у Ника. Сделаю, наверное, обзор завтра уже днем. Кому интересно. Прям классные палатки. Вот. И еще у нас будет 4 лодки. Может быть, даже конкурс некий устроим, потому что 3 лодки будет на одинаковых моторах практически. Но одинаковые силы на 9,8. У меня Тахатса 9,8 с лодкой Гидро 330. У Лешки будет HDX 9,8 лодка Риф. И у Димки тоже HDX 9,8 флагман. По-моему, 350 или 360. Ну и вне конкурса у Ника Солар на пятнашке Ямахи. Вот 3 лодочки сравним, может быть, тоже сделаем обзорчик. Ну, оставайтесь с нами. Все вам постараемся это запечатлеть, показать. Сравнение лодок, может быть, кухню. Ну и что получится по рыбалке. Не знаю. Пойду готовить фидер, прикормочку. Время уже 9. Может быть, еще успею все собрать, закормить. Может быть, на ночку успеем что-то половить. Ну все. Вперед. Готовить снасти. Вот, Ник возвращается с вечерочки. Он летит. Хозяин лагеря. Пойдем встречать. Я уж там прикормочку чуть-чуть замесил. Ладно, пойдем встречаться. И, может быть, пойдем на фидер попробуем. Мы приехали. Ставится 3-я палатка. Решил чуть поснимать. Уже темно, не? Сейчас самое время для судаков. Такой лагерь. Буду собирать-то вообще. Палатку собрал и свободен, все, можно лодку качать. Занятие, которым всегда я занимаюсь. Почему папа пошел на фидер вместо того, чтобы лодку в первую очередь качать? Я записываю, не ругайся на папу. Слав. Ну, потому что опять мышей будет ловить. Это же скучно. Я тоже не пойму, тоже не ловит. Вот такой вот лагерь огроменный получился. И это еще не предел, потому что будут еще палатки. Я не могу
суток на одном месте сидеть и ждать. Всем доброе утро. Сейчас на часах 4 утра. Вот. Толку от того, что вы вперед меня, все равно я вас больше пойму. Ну. У вас даже и холод нет. Вот вы запомните эти слова. Вот он еще поплачется же это. Поплачется. Когда Да. я приеду с большими щуканами. Да. Знаем мы эту Огромными песню. окунями. Да. Из кучи оторванных облеров. В общем, Получится. лодки мы уже надули. И скоро уже будем выплывать. Дядя Дим там что-то весла таскает, какие-то еще что-то делает. Вот папа уже, например, бесшумно, спокойненько, уже все накачал. Большинство, большая часть от лагеря еще спит. Что, в принципе, логично. В общем, сейчас поедем на пирос и попробуем там половить щуку и судаков в основном. Ну, полосатиков там уже как получится. Вот. В общем, включимся, я думаю, мы уже на воде. Ну, до встречи. Сейчас мы заходим в пирос. Еще не знаем, куда мы точно пойдем. Но основные кувшинки мы прошли. Осталось только найти место, где мы будем ловить. Дядя Дима там сзади. Ладно, я думаю, сейчас мы войдем уже в пирос, мы это вам покажем, но только чуть позже. Вот мы вышли на воду, уже успели обкидать каменную гряду, но безуспешно. Сейчас встали на тролл, плывем вот туда. Вот на тот мысок идем. Да. Попробуем там кого-нибудь поймать. Уже солнце встало. Разведываем. Но Я думаю, что нам еще пару часиков и начнется жарище. Придется свинчивать. да. В общем, пока что поклевок вообще не было. Мы только поймали пару щучек маленьких, позорненьких. И как бы и все. Одну пришлось забрать, потому что она заглотила сильно. В общем, будем ловить. Если будут какие-то поклевки, мы постараемся показать, но это не точно. Он говорил, что дальше протаскивать надо. Да, в общем, значит, мы попытались пробраться на верхнюю березайку и встретили вот это. Сколько тут глубина? Сантиметров 40? Да какой тут по щиколотку. По щиколотку, да. Вот Чё, так вот. Пойдем пытаться? Че, пойдем. Че, Или скучно? Пойдем. Вот надо раздеваться. Я понимаю. В общем, сейчас будем протаскивать лодку через воду. Всем доброго вечера. Сегодня 7 часов. Ну да, точно. Сегодня не 7 часов. Сегодня какое-то там июля. Уже 7:30 вечера. Мы едем на вечернюю-ночную рыбалку на судака. Сейчас, пока мы половим в протоке, будем ждать Ника. После чего отправимся на озеро Пирос, где будем ловить судаков. Пытаемся поймать на троллинг. Попытаемся, но ничего не гарантировано. В общем, я думаю, если что-нибудь интересное, то мы покажем. Но как обычно мы покажем то уже только тогда, когда мы вытащим, если что-то будет. В общем-то, мы уже приплыли на озеро, уже закинули удочки, начали троллить.
Я вот так вот неплохо разместился тут. Знаете, очень приятно так ловить. Сидишь себе в носу лодки вообще. Слышь, загорающий. Вообще огонь. В общем, погода шикарная. Ну, не зеркало, конечно, но очень близко к этому. Ветра нету совсем. Вот, мы приехали на вечер. Даже, может, чуть на ночь. Это уже будем следить по клёву. Что там снимаешь, ноги свои? Естественно. Надо же знать, как бы, ну, как правильно. Судаков ловить, да? Да, как правильно с комфортом ловить. Вот, поэтому учитесь, как правильно сидеть в лодке. В общем, будем ловить. Если будут какие-нибудь поклевки, покажем. В общем, продолжаем нашу съемку. Папа решил не отставать от тенденций. Вообще огонь. Па, сними, как я просто лежу. Вообще огонь. Расслабляется такой. Так самый прикол, что если еще клевать будет, я же еще и поймаю. О, что-то цепляться начало. Это у нас будет статичная камера? Может, там щука уже сидит какая-нибудь? Да, размечтался. Не, ну, по крайней мере, если цепляться начало, где-то свальчик появился. Короче, плывем, загораем, отдыхаем. Сейчас еще вафельки откроем. Вообще огонь будет. По крайней мере, дно какое-то клюет. Уже неплохо. Да, кстати, у меня тоже. Тоже начало, да? Да, чуть-чуть. Что-то устали мы плавать. Решили разведать стояночку. Высадились на берег. Вон там у нас Диман с тетей Ларисой плавают. Уже поймали там кого-то, мы видели. Судачка, скорее всего. А мы вот такую стояночку надыбали. Берег. Пойдем зайдем в лесок. Что тут есть? Классный сосновый лес. Славка там он уже обитает. Сюда подъехать нельзя. Только на лодке, да? Ну да. Это самая стоянка, которая только на лодке. Да. Вот такая вот стояночка. Классная. Недавно кто-то совсем был, похоже. Шпули сняли все. Да. Чё-то катушка разобранная. Травишки. Которые мы сейчас унесем, походу. Классный лес. Подобие столика. Шикарно. Что, из черники нет случаем? Ну, классное местечко. Правда, интересно, что тут со зверьем? Черничный лист, на самой чернике я пока не вижу. Что такое? Это, наверное, яма для мусора. Ну да, это мусор, как обычно у нас тут все. Это совсем недавно было. Ну да. Черники что-то я не вижу. Ладно, поплывем дальше. Вид такой классный отсюда. Прям классная стояночка. Спуск удобный к воде. Мелко далеко. Такой мелкий-мелкий пляжик. Фу. Кто-то у нас там ползает.
Диман с Ларисой. Чего там пытаются поймать. Даже слышу их разговор, там какой-то говорят что-то. А вот там Ник. Далеко-далеко. Пойдем сейчас к Нику. Что-то у нас не клюет никого. А зато отдыхается шикарно. Купаемся, загораем. Класс. На улице 30 с лишним градусов днем было. Ну, сейчас уже прохладнее стало. Но здесь это не так ощущается, конечно, как в городе. Так что отдыхаем. Жалко, что завтра домой. В душный город. О, у нас тут первая рыбина попалась. Славка что-то там тащит. И не затащил. Ну да. Ну, по крайней мере, хоть что-то. А, еще какая-то туча тут прикольная. Не знаю, передаст камера, нет? Слава говорит, это крокодил Гена похоже. У кого с чем ассоциации? Поделитесь, на что это похоже. Ну, прикольное. Солнышко закрыло как раз. А он там Лёха с Лариской. Ой, Лёха с Лариской. Диман с Лариской. А там кто? Байдарочники? А, точно, там байдарочники что-то за водкой плавают, что ли, непонятно. Гребают туда-сюда обратно. Вот, Диман. Ну ладно, хоть первая поклевка. Может еще не вечер, может еще расклюется. Всем доброго вечера или ночи, я уже не знаю. Время 22:22. Мы уже сматываемся. Будем... Блин, облил, теперь спина мокрая. Будем плыть обратно. Давай. В общем, 3 лодки, 6 спиннингов мы ловили весь вечер. И удалось поймать 2 окушков и одного судачка такого грамм на 700-800. Вот, то есть один экипаж справился со своей задачей, но это не мы. Вот. Поэтому сейчас уже встречаемся с Ником на воде и плывем в сторону берега. Я думаю, завтра мы еще что-нибудь заснимем. Все-таки еще завтра утро есть. Попытаемся завтра что-нибудь поймать. Мы еще даже не знаем, куда плыть будем, потому что... Погнали? Да, давай. Все, надо выключаться. До встречи. Жарища. Набывание лодок, сборы, купание. Все, ладно, народ, заканчиваем. Ну вот, песни закончились. Один Диман. Да я туда пытаюсь снимать. Как показывает практика, чем лучше проводишь время, тем меньше хочется снимать. Лучик тут такой замечательный, с полочкой. Ага, сейчас. Сейчас. Диман в одиночестве у нас. А это, стой, а кто потом объяснит твое? Классический звук. Ну вот и все. Закончилось наше выходное путешествие. Планы наши, конечно, немного не сбылись. Просим прощения.
Жара внесла свои коррективы. Рыбка клевать отказывалась, да и ловить ее, если честно, особых даже желаний не было. Вода в озере прогревалась до 30 градусов днем. Можете себе представить, как в душ сходил. Накупался. Все купаются вокруг, толпы народу. Поэтому накупались на 10 лет вперед. Классно отдохнули. Да, и сейчас ехать в душный жаркий город. Ник еще на денек остается у нас. Вот. А мы сложились, завтра всем на работу. К сожалению, так бы здесь, конечно, остаться, пока такая жара на все это время. Ну и так поймали маленько, кстати, другие экипажи. Пару судачков поймали, щучек штук несколько, пару окушков. На фидер, честно, я посидел ночку, полночки, ничего не дождался. Но вода упала. Год назад мы здесь ловили 3 метра, глубина была, сейчас 1,9. Все, меня зовут. Все, всем до встречи. Погнали домой.